Аргонис представляет. Привет, у микрофона Арго, и это обзор и анализ патча 45.1 для Heroes of the Storm, поступившего на лайв-сервера. Балансировке подверглось много героев, и это не просто монокосты, а изменения, готовые наделать немало шума в Нексусе. Постепенные нерфы Ануба продолжаются. На этот раз ослабили легион жуков на первом. Теперь жуки появляются раз в 12 секунд, а не 8, как ранее. А кокон теперь действует на 1 секунду меньше, а его хп уменьшено на 4 единицы. Уменьшены КД реактивной тяги Блейза на 1 секунду. Также способность стала дешевле на 5 единиц маны. А бонус брони от пиромании теперь составляет 40 единиц вместо 35 ранее. На 4-м подпитка пламени талант удален, но его свойства вшили в обширный разлив, который в дополнение к своим обычным свойствам дает следующий бонус. Теперь за каждого пораженного героя струей пламени КД лужи мазуты сокращается на 1 секунду, а Блейз восстанавливает 5 единиц маны. Это позволит фактически не проседать по мане и чаще контролировать территорию. Огонь на подавление на 13-м уменьшает силу вражеских способностей на 25% вместо 20 ранее. А вот термозащиту на 16-м слегка ослабили. Теперь КД реактивной тяги восстанавливается на 1,25 секунды за каждого пораженного героя, а не на 1,5. Но это лишь следствие бафа КД самой реактивной тяги. У ETC прирожденный гитарист на первом ослабили на 10%, но теперь продлевает исцеление от соло на гитаре на 25 секунды за каждую автоатаку. В общем, дает еще один такт исцеления. А вот фейс-контроль апнули. Блоки дают 75 единиц кинетической брони вместо 50. Speed Metal на 4-м теперь дает 20% к мув-спиду вместо 15 ранее. На 7-м восходящее легато апнули на 5%. Разработчики отмечают, что эти изменения призваны повысить конкуренцию ETC вместе с другими танками. По крайней мере, против сильных автоатак он точно стал более эффективен. А с увеличением урона и мобильности при определенных ситуациях ему будет намного проще оказывать давление на вражеский бэклайн. Гаррош теперь будет реже бросать вражеских героев, так как живой снаряд получил нерф в плане КД, время восстановления увеличено на 2 секунды. Непревзойденная сила на первом теперь увеличивает бонус урона от живого снаряда на 125% вместо 75 ранее. Силовой прием теперь стабильно замедляет на 35%, и бонус урона не зависит от количества брони. Талант отныне будет дополнительно снижать 30% исцеления цели на 3 секунды. Талант грубой силы на 7-м, естественно, удален. Истребление на 10-м замедляет теперь на 40% вместо 30 ранее. У смертельного приема переработали возможность получения бонуса. Теперь последовательность применения землелома и живого снаряда не важна. Главное успеть применить их к одному и тому же герою в течение 3 секунд. Смертельное спокойствие теперь снижает вражеский урон на 5% эффективнее. Эти изменения сделали сильную конкуренцию среди талантов 1 и 16. Усиление замедления от истребления на 10-м также повысит его конкуренцию со второй героической способностью. Но вызов вождя по-прежнему остается незаменимым против мобильных героев и в ситуациях, когда необходимо не дать вражеским героям использовать их способности. У Джоанны подняли урон от порицания на 3 единицы. На первом ни шагу назад апнули. Бонус прочности щита теперь составляет 60% вместо 50 ранее. И КД железной кожи теперь уменьшается на 5 секунд вместо 4. Вечная расплата на 4-м уменьшает КД порицания эффективнее на 25 секунды, но количество целей, за которых можно получить бонус, уменьшено с 10 до 8. В целом это повысит эффективность таланта в сражениях не на линиях. Вспышка рвения на 7-м теперь продлевает действие ослепления не на 75, а на 1 секунду. Сияние веры на 20-м серьезно усилили. Теперь дополнительные цели получают максимальное оглушение. 2 секунды стана в 5 в лейт-гейме будут оказывать значительное влияние на исход матча. У Малганиса апнули все таланты 1 уровня. Бронированные крылья теперь дают на 25 единиц кинетической брони больше. Увеличен бонус вампирической ауры на 5 единиц, а бонусное исцеление от насыщения на 4 единицы. Здесь хочу отметить именно баф ауры. Бонус теперь составляет 15% для всей команды от автоатак и способностей. Это очень сильно поднимает сустейн всей команды и Малганиса в целом, что делает талант самым востребованным на этом уровне. Блоки, конечно, сыграют в определенных ситуациях, но вот насыщение теперь выглядит намного слабее, несмотря на его баф.
Мощь Саргераса также апнули. Теперь длительность действия брони при выборе таланта составляет 2,5 секунды вместо 2 ранее. Черные когти на 7 получили ап. Бонус к урону теперь составляет 60% вместо 45%. Ползучая чума действует на 1 секунду дольше. Энергию кошмара слегка переработали. Теперь увеличивает время действия крыльев ночи на 0,75 секунды. Бонус к урону с руки по спящим целям сохранили и апнули на 50%. Неплохо, но все же талант проигрывает имеющимся альтернативам. До 16-м апнули неистовый натиск. Бонус к скорости от автоатак увеличен на 10%, а бонус к урону на 5%. Талант может хорошо сыграть с черными когтями и приливом крови в плане оказания жесткого давления на вражеский бэклайн. Мейнеры Мурадина ликуйте. Апнули талант первого уровня третье дыхание. Бонус подняли с 83 до 90 единиц здоровья в секунду и при уровне здоровья ниже 60% со 166 до 180 единиц. Кувалда на 4-м к своему обычному бонусу теперь засчитывает дополнительное попадание для выполнения базовой задачи грозового молота при поражении героя, но на стаки идеального шторма на 1-м не влияет. Талант смотрится неплохо, когда необходимо быстро выполнить базовую задачу, что впоследствии также поможет быстро набрать и стаки идеального шторма при его выборе. Отзвук также получил дополнительный бонус. Теперь каждое попадание раскатом грома по герою снижает КД героической способности на 5%. Возможность быстро восстанавливать ульту всегда хороша. На 7-м сильное столкновение теперь замедляет дольше на полсекунды, а крушитель черепов получил прибавку к бонусному урону в 20%. На 13-м уровне удар грома обзавелся дополнительным бонусом. Теперь пассивно увеличивает действие брони от дворфийского прыжка на 2 секунды. Ярость Бронзоборода наносит теперь больше урона. Также талант наградили дополнительным бонусом. Мурадин восполняет здоровье в объеме 75% от нанесенного урона этим талантом. С усиленным крушителем черепов смотрится очень достойно. С этим талантом Мурадин сможет проще и дольше оказывать давление на противников. Стежок. Хрясь-хрясь теперь действует на 1 секунду дольше, но талант привлекательнее это не делает. Желудочные соки на 13-м больше не увеличивают урон от пожирания, но теперь сокращает его время восстановления на 5 секунд при попадании по герою. Несмотря на удаление бонуса к урону, талант по-прежнему хорош, когда необходимо ослабить нужного героя. А при игре через смакование на 1-м сделает теперь желудочные соки необходимым выбором для более быстрого набора стаков, благодаря уменьшению КД. Взрывным газом удвоили бонус ко времени действия на 4 секунды. Неплохо, но рваная рана смотрится куда более привлекательной. Мясницкий крюк на 16-м получил прибавку к своему бонусу 4%. Жертвовать дальностью крюка или же усилением контроля по-прежнему не рекомендую. Переходим к рубакам. У Империи пожирающее пламя на 1-м ослабили со 125 до 100 к бонусу урона к пламени Солариона. Но разработчики отмечают, что прирост урона за уровень к самому пламени Солариона подняли. И по итогу на 20-м уровне бонус от этого таланта будет больше, чем в предыдущем патче. Переработали вспышку ярости на 7-м. Теперь бонусный урон от таланта активируется автоатакой по цели, отмеченной меткой от небесного рывка, и после чего Империя получит щит прочностью 300 единиц на 4 секунды. Правда, щит не стакается. Урон ослабили на 18 единиц. Но это в корне переворачивает 7-й уровень персонажа. На мой взгляд, теперь это сильнейший талант на этом уровне. АОЕ урон теперь проще реализовать. Щит, который можно быстро обновить, если поразить кушкой 2 и более. Также это изменение меняет взгляд на 1-й уровень. Теперь каленое железо будет подходить именно к ситуациям, где процентный урон жизненно необходим. А пронзающий свет теперь позволит не только чаще контролировать оппонентов, но и также чаще получать бонусы от вспышки ярости на 7-м. А как ты видишь ситуацию в плане реализации талантов героя, исходя из этих изменений? Жду твоего мнения в комментариях. Малтаэль. Длинная тень теперь требует меньше стаков для выполнения квеста, 12 вместо 16 ранее. Уменьшен монокост замученных душ на 10-м, со 100 до 20 единиц маны. Смертное бремя на 16-м теперь наносит 8% от максимального запаса здоровья, а не 6 как ранее, что фактически делает из призрачного удара бурст урон, игнорирующий кинетическую и магическую защиту. Также определенно усиливает этот билд и позволит чаще глядеть на выбор замученных душ. У Рагнароса долгожданный баф базовых характеристик. Подняли ХП, регенерацию
и базовый урон от автоатак. Усилили пламя сульфураса на 20, подняли время бонусов к оглушению и замедлению на полсекунды. Погружение теперь восстанавливается на 30 секунд быстрее. Талант всегда был хорош, и такое значительное снижение КД не может не радовать. 20 уровень по-прежнему всецело ситуативен, разве что теперь можно поглядывать на усиление сульфураса почаще, если, конечно же, сценарий боя предполагает выбор этой ульты. У Рексара ослабили характеристики Миши. Уменьшили здоровье и регенерацию, но прирост этих значений увеличили. Сделано это для ослабления Миши на ранней стадии игры, но с сохранением ее силы в поздней. Из героев поддержки балансировки подверглась лишь Заря. Талант первого уровня вместе мы сила потерял 1 единицу в приросте энергии, но максимальное количество получаемой энергии было увеличено на 10 единиц. Этот талант по-прежнему слаб на фоне остальных, так как у хорошей Зари нет проблем с получением энергии. А теперь вопрос: кто-то вообще пользуется этим талантом? Бессердечная гравитация на 20-м теперь поистине бессердечная. Хоть она теперь и не наносит урон, но теперь в области своего действия поражает всех немотой. А ведь талант еще дает бонус к длительности действия гравитона на 1 секунду. То есть 3,5 секунды немоты и удержание оппонентов в одной точке. Сильный и долгожданный баф. Расчистка местности больше не увеличивает запас энергии. Вместо этого теперь продлевает время действия зоны отчуждения на 1,5 секунды. По итогу 5 секунд такого сильного зонинга может сильно помочь в команде на картах с узким пространством. Эти изменения на 20 уровне вынуждают смотреть в первую очередь на выбор талантов, усиливающих героические способности. Переходим к лекарям. У Анны ослабили базовое исцеление от биотической гранаты на 14 единиц, что, конечно же, повлияет и на силу способностей в лейтгейме. А у Декарда задет лишь 20 уровень. Идеальные самоцветы теперь восстанавливает Харадримский куб не на 5, а на 6 секунд. И апнули талант, усиливающий героические способности. Уважение к старшим действует на 1 секунду дольше, а книжный ураган восстанавливает КД книжного вихря теперь на 10 секунд за каждое попадание по герою вместо 6 ранее. Заставят ли эти изменения тебя отказаться от бездонной фляжки? Жду твоего комментария на этот счет. Балансировке подвергся и новичок Нексуса Андуин. Быстрое исцеление требует теперь на 5 единиц маны меньше, а вот божественная звезда на 5 дороже. Эта легкая корректировка заметно облегчила вопрос в контроле маны на ранней стадии игры. Теперь на первом уровне обновление восполняет на 15 единиц здоровья больше. Добродетельность подняли на 5. А вот дерзкий план теперь не столь однозначный выбор на этом уровне, так как штраф к перезарядке быстрого исцеления удвоили с 1 до 2 секунд. На 4-м божественному исцелению подняли урон на 25% и исцеление на 10%. Но талант по-прежнему является сомнительным выбором из-за малого радиуса действия исцеления. На 7-м заметно подняли связующее исцеление с 80 до 95. Теперь его можно гораздо чаще рассматривать к выбору. Слово «сила щит», объем щита увеличен со 165 до 172 единиц. Подняли и объем щита от световой бомбы со 140 до 165 единиц. Для агрессивных сетапов это только лишь плюс. На 13 уровне подняли мобильность персонажа, увеличив бонус к скорости до 20%, талантом чары для обуви прыть льва и наступаем. Сердобольный лекарь на 16-м отныне сокращает КД быстрого исцеления на 10% эффективнее. Урон исцеления от кольца света увеличены на 5 единиц. А вот следующие 2 таланта ослабили. КД внутреннего сосредоточения теперь восстанавливается на 8 секунд за попадание божественной звездой по герою, а не на 10, как ранее. А КД колодца света подняли на 10 секунд. По итогу на 16-м слегка подтянули непопулярные таланты и слегка ослабили востребованные. В целом это создаст большую конкуренцию между ними. Но вот точно можно сказать, что сердобольный лекарь теперь обязан заиграть, так как дерзкий план теперь значительно увеличивает КД быстрого исцеления. У Каразимы снизили затраты маны на применение сияющего порыва и касание смерти. КД божественной длани снижено на 10 секунд. Удалили кулаки ярости на 13-м, но его свойства в полном объеме вшили в талант 7 уровня пылающие кулаки. Также удалили светлый порыв на 16-м, но его свойства перекочевали в божественное рвение. Правда, бонус к исцелению не 75%, а 50%. Эти изменения, несомненно, усилили персонажа, и выбор на 7 уровне теперь не столь однозначен.
Теперь герою будет проще адаптироваться под ситуацию. Устуково тлетворное касание на первом теперь дополнительно будет снижать стоимость пустулы после 15 попаданий. Целевое отсечение на 7 теперь в дополнение к своему бонусу будет снижать КД других базовых способностей на 1,5 секунды. На 13 требуемое количество тактов нанесения урона для реализации таланта Голодная Лапа снижено с 12 до 10. Лопающиеся пустулы теперь будут вешать пустулы на героев, попавших в радиус взрыва. Универсальный носитель на 16 теперь снижает исцеление на 40% вместо 50 ранее. Здесь хочу выделить усиление целевого отсечения. Будет больше вознаграждать игроков, используемых его. Будет проще выполнять свою роль, а с тлетворным касанием можно будет не переживать так сильно за ману спамя пустулами. Переходим к убийцам ближнего боя. У Аларака апнули силы хаоса на 4. Бонусы за выполнение первых 2 задач подняли на 10 единиц каждый, а за попадание по 3 героям подняли с 80 до 100 единиц. Отрицательный разряд ослабили на 1% за стак. Также ослабили бонусный урон от демонстрации силы, но теперь выбор этого таланта позволит стакать по 2% садизма за его реализацию за каждую в цель вплоть до 25% садизма. Эти изменения, конечно же, следствие популярности билда через разряд молнии. Призвано это заставить игроков играть Алараком более агрессивно, также сохраняя вариативность талантов. У Маев дух отмщения получил нерф в уроне со 180 до 150. Также упростили талант 4 уровня внезапное возмездие. Теперь наносит урон рядом с Маев после телепортации. Попадать не обязательно. Переработали беспощадный дух на 7. После попадания духом отмщения по герою Маев наносит на 15% больше урона. Стаков в 2, а это значит, поразив 2 героев, бонус будет составлять 30%. Это по итогу дает больше урона, чем гнев и луны, но только лишь в течение 4 секунд. Стоит ли того талант? Вопрос к мейнерам Маев. У Зератула ослабили рассекающий удар на 12 единиц базового урона. Переходим к убийцам дальнего боя. Гул'дан. Огненный ливень теперь может и заиграть, ведь теперь Гул'дану не надо постоянно поддерживать способность, лишь произвести каст в 1,5 секунды, после чего в течение 7 секунд в выбранной области начнется метеоритный дождь. А сам Гул'дан может продолжать свободно передвигаться и использовать способности. С удовольствием бы посмотрел на реализацию этой ульты в сочетании с Синдрагосой, Гиперионом, очищающим пламенем Алекстраза и маршем Мурлоков. А тебе бы хотелось посмотреть на эту бомбежку? Опиши свое эпичное видение реализации этой ульты в комментариях. На 1 уровне снизили требования к следующим задачам. Пожар скверны теперь требует 30 попаданий вместо 40, а энергия хаоса требует 15 сферок вместо 20. На 7 узел тьмы теперь восстанавливает порчу на полсекунды эффективнее, а проклятие изнеможения замедляет на 15% эффективнее. Черная душа на 16 дает теперь бонус к силе способностей в 30% вместо 25 ранее. Все это призвано разнообразить геймплей заданного персонажа. И ведь, несомненно, редко встретишь Гул'дана, играющего не через порчу. У Джайны на 7 ледяное копье теперь восстанавливает ледяную стрелу на полсекунды меньше. А вот жезл ледяной ярости наоборот восстанавливает КД снежной бури на полсекунды эффективнее. Штормовой фронт на 13 теперь увеличивает дальность действия снежной бури на 75%, а не на 100%, как ранее. Но теперь выбор этого таланта увеличивает радиус действия способности на 30%. В связи с этим у Бурана на 16 новые свойства. Вторая волна снежной бури наносит на 20% больше дополнительного урона, а третья на 60% больше. В одном из предыдущих патчей Джайне усилили билд через конус холода. Теперь переработали и заметно усилили билд, акцентированный на снежной буре, который может очень хорошо сыграть на Браксисе и на проклятой лощине, а также с большим количеством контроля в команде. У Лунара на 1 уровне бонус таланта Галоп активируется на 1 секунду раньше. Набухший цветок на 4 получил прибавку к скорости на 3%. Удушающая пыльца наносит теперь на 15% больше урона, то есть 100 и 150% соответственно. Увеличен урон колючей лозы на 12 единиц. На 13 подавление магии восстанавливается теперь на 5 секунд быстрее. Бонус к времени восстановления от бесчисленных спор увеличен на 1 секунду.
Ускоренное заражение на 16-м в добавление к обычным свойствам снижает затраты маны на 20 единиц для ядовитого цветка. Изменения призваны потянуть билд через ядовитый цветок, чтобы тот конкурировал с другими вариантами раскачки Лунары. У Рейнера подправили немного монокосты с помощью внедрения дополнительных свойств для следующих талантов. Подпитка адреналина на 7-м теперь снижает затраты маны на выброс адреналина на 25 единиц, а ослабевающий патрон на 13-м в дополнение к своим свойствам снижает затраты маны на пробивающий патрон на 20 единиц. А у Сильваны только лишь ослабили базовый урон кинжала тени на 2 единицы, но данный нерв не ощущается. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, обязательно выскажи свое мнение по поводу этих изменений в комментариях. С тобой был Арго, до встречи в Нексусе.